Настенька, ученица 5 класса, ранним утром шла по заснеженной сельской дороге в школу и тихонько плакала. Но почему все так? Все ее одноклассники живут с родителями, с мамой и папой, а она живет с бабушкой и дедушкой, а маму видит очень редко. Нет, бабушку Настя тоже очень любит. Она, бабушка, очень хорошая, добрая и заботливая, но ей так не хватает мамы. Она так ждала, так мечтала скорее бы новогодние каникулы. Мама обещала приехать и забрать ее в город на целых 2 недели. Мама приехала, как обычно, на 2 дня. И сегодня утром, как раз тогда, когда в их школе состоится новогодний утренник, мама уехала к себе домой. Одна, без Настеньки. Всегда только обещает. Еще и Ванька этот всегда дразнится. И так продолжалось из года в год. «Мам, смотри, сколько грамот и писем благодарственных за целый год накопилось. Я в каждом конкурсе, в каждом мероприятии участвовала». Настя, ученица уже 7 класса, со счастливой улыбкой протянула матери пачку разноцветных листов. «Ой, Насть, давай потом. Ну, грамоты и грамоты. Кучка листков разномастных. Да я тебе их сама какие хочешь напечатать смогу». «Мам, я же их заслужила, заработала. Мне же их не просто так дали, а за старание». «Ну, получила. И молодец. Мне-то они зачем? Какой прок от них? Все, иди, дай кофе спокойно попить, а то носишься тут со своими бумажками. И чего тебе не спится в такую рань?» Настя молча ушла в свою комнату и стала собираться в школу. Девочка слышала, как бабушка тихонько ворчала на мать. «Да разве же так можно, Любка? Девчонка и так тебя 2 раза в год видит, так ты еще и отмахиваешься от нее. Она ведь для тебя старается, учится отлично. Чужие люди хвалят ребенка, а мать родная только фыркает. Но что тебе стоит посмотреть бумажки эти?» «Ой, мам, только не начинай. У меня и без этих глупостей забот хватает». «Знаю я все твои заботы. Тебе бы денег побольше, да работы поменьше. А лучше совсем не работать. Надолго приехала?» «Нет, ненадолго. Выписаться мне надо. Сейчас отдохну немного и в сельсовет. Сегодня надо все успеть. Завтра домой». «Подожди, Настю провожу, потом договорим». Настя уверенным шагом шла в школу. Что-то такое было во взгляде девочки, что даже Ванька, местный хулиган, тихонько плелся следом, опасаясь кинуть снежок в девочку. Зайдя в школу, Настя переоделась и сразу направилась в кабинет директора. «Ирина Васильевна, можно?» «Что тебе, Настя? Проходи, присаживайся. Что случилось? Обижает кто-то?» «Нет, Ирина Васильевна, я спросить хотела». Настя, опустив глаза в пол, замолчала. «Спрашивай, Настюш, что у тебя случилось? А почему все грамоты и письма благодарственные вы маме выписываете? А кого нужно благодарить, по-твоему? Мама же достойна похвалы, что у нее такая дочь. Пусть гордится. Я думаю, что ей приятно получать благодарственные письма». Ей плевать. Она их даже не читает никогда. Всегда отмахивается от меня, когда я ей показываю. Вы лучше бабушке их пишите. Ей это важно. Вы же знаете, что я с бабушкой живу. Она меня учит всему, воспитывает. А то как-то несправедливо получается, что все награды маме. Хорошо, Настя. Я скажу Марии Ивановне, чтобы все награды подписывала на имя бабушки. Из кабинета директора Настя вышла с улыбкой. Раз не интересны маме ее старания, ну и пусть, зато бабушка будет рада. В это время, проводив внучку, бабушка села на лавочку и предалась воспоминаниям. Люба, поздний ребенок в семье, рано родила Настю. Уже на 3-м курсе института она обрадовала мать тем, что та скоро станет бабушкой. Молодой папаша благополучно слился, и Люба осталась со своей беременностью 1 на 1. Родив на летних каникулах здоровенькую девочку, уже в конце августа молодая мать уехала догрызать гранит науки, оставив малышку с бабушкой. «Ничего, Любушка, поезжай, учись как следует,
Только смотри, глупости больше не натвори, а мы уж как-нибудь сдюжим, справимся». А Люба и рада была сбежать от всех этих пеленок, распашонок, детских колик и бесконечного плача. Уехала и словно забыла о том, что у нее есть родители и дочь. Приезжала редко, на зимние каникулы и летом на неделю. Дочкой мало интересовалась, да и Настя с неохотой шла к незнакомой тете. Закончив учебу, Люба устроилась на работу, но девочку забирать не спешила. «Мам, ну куда я ее заберу? Ни жилья своего, ничего, а в чужую квартиру жильцов с детьми не рады пускать. Да и ребенок, это же больничные постоянные. Пусть у вас пока поживет, я помогать буду». «Сиди уже, помогать она будет. Ты хоть себя обеспечь, а внучку мы с дедом сами выкормим». Так и жила Настя с бабушкой и дедом. Мать видела редко, но по мере взросления все чаще и чаще по ней скучала. Мама Насти представлялась этакой феей, доброй волшебницей. Ведь в деревню Люба приезжала расфуфыренная, одетая по последнему писку моды, и постоянно кормила девочку обещаниями. «Вот подкоплю немного денег, квартиру куплю и заберу тебя с собой. Будешь тоже городской, краситься тебя научу, за собой следить. Вот, подожди немного, мы с дядей Колей поженимся, тогда и заберу тебя с собой. На новогодние каникулы поедешь со мной, отдохнешь, на елку красивую хоть посмотришь. На весенние каникулы возьму тебя в город, по магазинам погуляем, одежку новую купим, а то это, честно сказать, так себе». «Настюха, не реви. Вот на летние каникулы заберу тебя на все лето, да и на море рванем. Сейчас подкоплю немного. Ты уж потерпи. Придется и без елки, и без нарядов. Зато потом море. Ты даже не представляешь, как там красиво». Вот так раз за разом рушились детские надежды. Уже не хвасталась Настя одноклассникам, что скоро поедет к маме. Уже и сама не питала иллюзий по поводу жизни в городе с мамой, а после того, как дядя Коля ясно дал понять, что чужой ребенок в его квартире жить не будет, Настя смирилась с тем, что жить ей придется у бабушки и деда. Как же так получилось? Где она упустила Любу, что она так относится к своему же ребенку? Думала бабушка, сидя на скамейке. «Мам, ну ты где?» Послышался голос из дома, и надо было идти. «Любка, а выписываться-то тебе зачем? Никак на квартиру накопила? Или Коля твой замуж тебя позвал?» «Мам, беременная я. Поженились мы уже». «Вот те раз. А нам почему не сказали?» «Ну, мам, не дуйся. Да там и свадьба-то была всего на 20 человек. Только самых близких. Расписались, можно сказать. Да и куда вы поехали бы всей толпой? У вас же хозяйство. У Насти школа. Отец на заездке своей опять. Я вот фотки привезла. Посмотрите потом». «А на что нам твои картинки? Мы тебе и сами таких напечатать можем. Сколько хочешь. Иди уже, а то опоздаешь в сельсовет». «Ну не дуйся, мам. Ладно, побегу». Когда Настя вернулась со школы, матери дома уже не было. Из разговора бабушки и дедушки она обо всем узнала. О том, что мама вышла замуж и что ждет ребенка. Ну хоть этот ребенок будет жить с родителями, промелькнуло в голове у девочки. Настя продолжала прилежно учиться. Она мечтала поступить учиться дальше, чтобы потом работать и помогать бабушке с дедушкой. Сегодня она возвращалась из школы и светилась от счастья. «Бабулечка, смотри, что у меня есть. Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим. Ой, Настюша, письмо благодарственное. Ну, положи у себя. Мама приедет, покажешь ей». «Баба, да ты прочитай сначала». Бабушка читала письмо и плакала. «Уважаемая Ольга Михайловна и Сергей Федорович, искренне благодарим вас и выражаем глубокую признательность за воспитание общительной, доброжелательной, целеустремленной и талантливой внучки Васильевой Анастасии, которая показала себя как ученица, способная глубоко мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепные результаты. Благодаря вашей поддержке и пониманию мы можем и дальше воспитывать молодежь,
полную сил и стремлений к знаниям, творчеству. Желаем вам всяких благ, оптимизма, здоровья, процветания и большого человеческого тепла. Директор школы Александрова И.В., классный руководитель Морозова М.И. Настя, а почему мне и деду? А мать как же? Баба, а ей зачем? Ей же это не интересно. Ты не рада? Очень рада, очень. Спасибо тебе, внученька. Закончилась школа. Настя поступила учиться после 9 класса. Девочка давно решила, что станет медсестрой и вернется в поселок. Жить решила в общежитии. И платить немного, и до колледжа рукой подать. Настюха, ну не дури. Ты же не знаешь, что такое общага. Я ведь тоже в общаге жила. И ты у меня оттуда родом. Давай-ка к нам, а то неудобно получается. Мать в своей квартире живет, а дочка по общагам мается. В детстве с бабкой жила. Так хоть сейчас с нормальной семьей поживешь. Коля не против. Да и Машке не мешает со старшей сестрой познакомиться. И Настя, и бабушка с дедушкой очень обрадовались. Но наконец-то дочь образумилась, все внучке полегче будет. В общежитии и правда жизнь не сахар. Однако уже к Новому году Настя съехала от мамы в общежитие. Уж лучше там, среди чужих людей. Зато никто куском хлеба не попрекает. Да и заниматься можно спокойно. Настюша, внучка, ну что же ты так? Она же мама твоя. Бабушка, ты не представляешь, как я устала. Я учиться не успеваю. С утра Машку в садик отвожу. Потом в колледж бегу. Мне, чтобы вовремя на занятия приходить, в 6 часов вставать приходится. После занятий снова в садик. Машу забрать и домой. Ужин приготовить, за Машей последить. А им все не нравится. То у них работа, то кафе, то посиделки с друзьями. Я-то думала, что она меня любит. А оказалось, что просто нянька им нужна. То ем много, то готовлю плохо, то убираюсь не так. Ни свет, ни воду лишний раз не включить. За каждым шагом следят. Я и стипендию маме отдавала. Я на подработку устроюсь, баб. Сама буду общежитие оплачивать. Но с ними не могу жить. Чужие они мне. Да что ты, Насть, выучим мы тебя с дедом, не бойся. И не думай даже о работе. Только учись. Быстро пролетели студенческие годы. И вот уже Анастасия вернулась в родной поселок. Устроилась на работу в больнице. А тут и Ванька-хулиган тоже домой вернулся. Никто и не поверил сначала, что все серьезно у них, у Насти и Вани. А они вскоре заявление в ЗАГС подали. Скромная свадьба была, только самые близкие и родные. Расписались молодые, да посидели в узком семейном кругу. А потом, после свадьбы, уехали на море. У Вани в курортном южном городке брат двоюродный жил, в гости пригласил. Настя лежала под солнышком и любовалась видом вокруг, как раздался звонок телефона. «Настюха, привет!» «Привет, мам! Что-то срочное? Мне неудобно говорить. Перезвони вечером». «Да я ненадолго, дочь. Спросить только. Фотки в Одноклассниках увидела твои. Ты что, замуж вышла?» «Да, вышла. Месяц назад». «А меня почему не пригласила? Не ожидала я от тебя такого, дочь». «Ну, мам, не дуйся. Да там и свадьба-то всего была на 30 человек. Только самых близких. Расписались просто, можно сказать. Да и куда вы поехали бы всей толпой? У вас же работа, у Машки школа. Я фотки тебе потом скину. Посмотрите». Люба с недоумением смотрела в телефон после того, как дочь закончила разговор. А Настя, положив телефон на место, улыбнулась, увидев, как ее Ванька играет с детишками брата в воде. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.